Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на своем канале. Для тех, кто здесь впервые, сообщаю, что я снимаю о своем любимом сайте iHerb, делаю распаковки, делаю обзоры на продукцию, а также я увлекаюсь ароматерапией уже давно, более 10 лет, и рада поделиться этой интересной информацией. Знания по ароматерапии и эфирных масел были и будут моей фишкой. Я готова этим делиться, мне самой это очень нравится. Есть прекрасные рецепты, которые, я думаю, что вам тоже будут интересны. Я опытно знаю о том, как эфирные масла воздействуют на нашу психоэмоциональную сферу, на наше настроение, состояние, и знаю их терапевтический эффект. В последнее время покупаю эфирные масла на сайте iHerb и очень довольна качеством. И начну я с эфирного масла ванили. Это компания Aura Cacia. Я часто отдаю все-таки ей предпочтение, когда заказываю эфирные масла. Цены на порядок выше, чем, скажем, у других компаний с этого же сайта iHerb, но качество мне нравится больше. Вообще заказывала я ее для того, чтобы сделать терапевтические духи. И масла, которые я сегодня покажу, они вот как раз в составе этих духов, и вы тоже можете их повторить, я дам рецепт. Также мне нравится наносить это масло ванили под глаза. Оно уже готово, то есть его не нужно разводить, оно идет в масле жожоба. Жожоба тоже вносит свои свойства косметические, замечательные, по разглаживанию морщинок, по омоложению. Вот. Ну и прекрасный аромат. Вообще, я, конечно, ожидала, что он будет немножко слаще, как мы привыкли слышать вот ваниль где-то там в десертах. Вот. Но оно оказалось более таким древесным, более терпким, что, в принципе, тоже интересно. И когда раскрывается на коже, в сочетании с другими маслами дает, конечно, просто потрясающий эффект и аромат. Вообще масло ванили редко где можно найти, редко у какой фирмы. Вот у Aura Cacia оно представлено, я очень этому была рада, потому что мне нужно было сделать по моей задумке, по моему рецепту интересный аромат, и я его составила, он у меня получился таким, как я хотела. Хотя, вот как я уже сказала, ваниль, она оказалась немножко другой, не такой, как я ожидала. Дальше я хочу показать эфирное масло розы, та же фирма, вы видите, Aura Cacia, моя любимая. Здесь оно тоже, это не абсолют, это масло в масле жожоба, что тоже хорошо, потому что оно уже готово, его не нужно разбавлять, и масло роза по праву считается королевой эфирных масел, так как роза королевой цветов. Роза по своему вообще химическому составу содержит более 300 компонентов, и это шикарный состав, я вам скажу. И это, конечно же, влияет на ее терапевтические свойства. Считается женским маслом, очень хорошо влияет на репродуктивную систему, у кого есть проблемы. При регулярном употреблении в виде массажа или тех же вот терапевтических духов очень хорошо влияет на гормональный женский фон, выравнивает его. Также я сказала, вот репродуктивная система, у кого есть проблемы с циклом или что-то еще, тоже очень хорошо воздействует, и ароматерапевты часто назначают это масло именно женщинам. Вообще эфирное масло розы я заказываю уже не в первый раз, я очень им довольна тем, как оно действует на меня, как работает на моей коже, как работает с моим настроением. До этого я пробовала масло от Now, там 30 мл, в отличие от этого здесь 15. И оно мне тоже понравилось, его не было в наличии, и я решила попробовать все-таки Aura Cacia, потому как я уже сказала, эта фирма мне нравится. В качестве я опять же не ошиблась, все прекрасно. И как только это масло закончится, я буду его повторять, потому что оно практически всегда есть в моем арсенале. Мне очень нравится добавлять его в различные маски, которые я делаю на лицо, на шею, на область декольте. Вот самое из последних, мой фаворит, очень мне нравится эта маска и в качестве омоложения, в качестве отбеливания.
сужение пор, что интересно. Вот. Я не ожидала от того, что она будет еще воздействовать и на поры на коже. Рецепт тоже напишу в инфобоксе. Там нужна сметана для этой маски, рисовая мука и вот масло розы жожоба. Прекрасно, можно носить и под глаза тоже. Очень классно работает маска. Всем рекомендую попробовать. И напишите потом свои отзывы, как вам это понравилось, как вам подошло. Мне вот эта маска подошла очень. Также я делаю маску, очищающую маску раз в неделю из глины. Глина как основа, потом где-то, если вы берете чайную ложку глины, то 5 капель эфирного масла розы в масле жожоба и пол чайной ложки воды. Разводим, наносим на 15 минут и смываем теплой водой. Замечательно тоже и очищающая, и детокс, и подтягивающая. То есть вообще эфирное масло розы очень хорошо дает тургор кожи. Это ощущается, это вы увидите уже через несколько применений. Поэтому я наношу не только на лицо, конечно, и на шею, и на область декольте. Вообще нужно сказать, что все масла обладают омолаживающим эффектом, какие-то больше, какие-то меньше. Следующее масло, которое я хочу показать, оно тоже было в составе моих терапевтических духов. Это масло техасского кедра. Очень такой смоленистый, он вообще больше, наверное, относится к мужским запахам. То есть вы можете смело дарить этот аромат, это эфирное масло своему любимому мужу, например. Вот, то есть он все-таки относится, этот запах, к более таким мужским запахам. Он такой брутальный, такой серьезный, мужественный. Вот для меня кедр — это синоним благородства. Вообще я, конечно, использовала его и в женские терапевтические духи. Очень хорошо он сочетается вот с этими двумя маслами, которые я только что показывала. Вносит какую-то свою такую нотку интересную, закрепляет это все. Кедр. Эфирное масло можно использовать и в сауне, и в бане. Также мне нравится добавлять его в ванну. Обязательно используем эмульгатор, когда эфирное масло применяем. Эмульгатором может быть мед, соль или молоко. Для чего это нужно? Для того, чтобы эфирное масло не оставалось на поверхности воды, а распределилось. Эфирное масло кедра, оно чистое, ничем не разбавлено, в отличие от эфирного масла розы. Роза всегда получает этот абсолют, поэтому его, как правило, продают уже в разбавленном виде, то есть вот в этом случае оно в масле жожоба. Кедр нужно при использовании обязательно чем-то разбавлять, то есть это может быть любое масло основы, когда вы его наносите на кожу. Как я использую его в сауне? Капаю в ковш с водой 5 капель из расчета на 15 квадратных метров помещения. Масло испаряется, подготавливает ваш организм к горячей температуре, хорошо действует на дыхательную систему, очень здорово прочищает нос, легкие, бронхи и так далее. Дарит приятный аромат, конечно же, и выводит токсины из организма. И следующее масло — это просто мой любимчик, масло чайного дерева. Его я заказываю постоянно, то есть оно всегда есть в моей аптечке. И, наверное, не устану его расхваливать вам, потому что при каждой возможности то это мыло с сайта iHerb с маслом чайного дерева, то зубная нить, опять же, с маслом чайного дерева. И это не случайно, потому что масло чайного дерева просто является моим фаворитом. Люблю его за его свойства, использую его везде, то есть в бытовых целях, и в косметических, и в лечебных. Очень мне нравится добавлять его, капать буквально одну каплю на такой здесь дозатор, это очень удобно.
Капаю на зубную пасту, то есть прям на щетку. Одну каплю, чищу зубы. Помимо того, что замечательно отбеливает зубы, конечно же, дезинфицирующие свойства. Как бы вы его ни использовали, знайте, что оно борется сразу с 3 видами микроорганизмов. Это бактерии, грибки и микробы. Очень классно работает, когда я накапала его практически во все жидкое мыло, которое есть у нас в доме, и когда мы приходим с улицы, моем руки. И вот это масло, я считаю, что очень хороший продукт в плане защиты, особенно в наше время. Также мне нравится наносить его на нос, на кожу носа, не в нос, заметьте, а на нос. Ну, просто на кончик носа перед выходом на улицу или в местах большого скопления народа. Я сделала себе такой небольшой роллер, то есть налила во флакон с роликом, налила во флакон масло жожоба, масло авокадо, то есть это может быть любое масло холодного отжима, которое у вас есть. На 10 мл масла основы 5 капель эфирного масла чайного дерева. И это очень удобно, так как флакон с роллером я просто наношу, достаю его из сумочки и наношу в местах большого скопления народа, когда мне это нужно. Опять же, защита, да. Лишним не будет, это точно, вот, и, ну, по крайней мере, вообще часто советуют употреблять его вот в этих целях, когда идет эпидемия. В косметических целях мне очень нравится использовать это масло в очищающих масках. Основой может быть та же глина или, ну, то, что вам нравится. Наношу на 15 минут и смываю теплой водой. Очень здорово борется с разными высыпаниями, покраснениями и так далее. Также аромалампа – это тоже один из методов использования любого эфирного масла. Наливайте воду, зажигаете, здесь свечка-таблетка. И из расчета, опять же, 5 капель на 15 квадратных метров помещения, но регулируйте сами, потому что по интенсивности аромата не переборщите. Вот. Очень здорово использовать именно это масло чайного дерева в помещении, то есть дома, когда кто-то заболел. То есть оно не дает возможности разболеться остальным членам семьи. Часто использую эфирное масло чайного дерева при уборке в доме. Об этом я рассказывала подробно в своей первой части и в одном из видео. Там есть рецепты, перекреплю ссылочку, подсказку, можете перейти и посмотреть, как именно я использую при уборке в доме. Очень много натуральных рецептов, которые работают, которые проверены, которые я использую постоянно. Из этих 3 масел ваниль, роза и техасский кедр я делала такой собственный индивидуальный аромат. Что самое интересное в эфирных маслах? На каждый из вас они раскроются по-своему. То есть состав может быть один и тот же, но на каждый из нас, смешиваясь именно с нашим индивидуальным ароматом кожи, у каждого он свой, эфирные масла дают свой индивидуальный, неповторимый запах. И это, конечно, очень интересно. Ваше состояние, настроение и даже гормональный фон. Рецепт, в общем-то, простой. Вы можете сделать его сами. Флакончик тоже можно приобрести без проблем. Либо на Алиэкспресс я покупала в магазине Fix Price. У нас продавались флакончики из темного стекла с роллером. Это очень удобно, разных размеров. И вот один из них я использовала как раз для своих терапевтических духов. Наношу на пульсирующие точки, наношу за уши, сзади, на шее. Очень здорово работают, мне нравится. И такие терапевтические духи я готовлю для себя и для своих друзей постоянно. Ну что, друзья, информации много, я дала вам какую-то часть и рада, что смогла поделиться ей. Надеюсь, что эта информация окажется кому-то полезной, что вы ей воспользуетесь для своего здоровья, для своего настроения,
для своего блага и здоровья своих близких. Ну, а я желаю вам счастья, здоровья, радости и до новых встреч!